Всем привет, ребят, вы на канале Margulis Channel. Мы продолжаем проходить 4-й Silent Hill. Так. Будем спускаться обратно вниз вместе с теткой. Может, она что-нибудь интересное поможет. До свидули. Ну, привидения я не трогаю. Это хорошо. Они единственное задевают только меня. Шли обратно. Обратно двигаем в вагон. Я не помню, какой из них открыт проход. Вот этот. Телка, если что, нас догонит. Дверь закрыта. Здесь прохода нет. Сиденья пустые. Слушай, а может быть обратно в комнату машиниста вот этого вернуться и попробовать? Не срабатывает. Давай попробуем в комнату машиниста вернуться. Самое начало. Может быть, здесь есть какой-то проход. Так, это мы обратно на перрон вышли. Та-дам! Никак не взаимодействует. Тут тоже ничего. Тетя, может, подскажешь, что делать-то? Дверь закрыта. Ну тут может тупик. Тут тупик. И здесь никак ничего. Он не может это использовать. Слушай, а может быть жетон? Жетон применить? Вдруг прокатит. Либо еще. Вот это. Нет, не может здесь это использовать. Вдоль поезда пробежаться. Может быть, где-то еще двери открыты. Бабуля тусуется. Вон еще одна дверь открыта. Точно. Так, тут значит никак. А там какая-то коробка лежит. Давай туда. Здесь не пройти. Здесь коробка для игрушек. На ней написано $1000, видимо. Закрыта, я не могу ее открыть. Хорошо. Давай вернемся. Тупик. Сюда тоже тупик. Ну, все, значит, двигать только сюда получается. Ага. Так, а тут надо помедленнее, может быть, что-то валяется. Ну, пока только одни манекены. Здесь дверь, но она сломана. Погнали дальше. Вот тут выходим. Вот здесь можно пройти? Да. Ай-яй. Грызут. Да иди нахрен от меня. Бабка. Ты чё, блин? Двинуто. Я, походу, назад вернулся. Так, карту.
Мало что эта карта дает. Путают сволочи. И походу назад иду. Хотя он тоже какой-то проход. Спокойствие. Так, я, получается, с другой стороны этого перрона оказался. Дверь открыта. Надо же. Хранение, я так понимаю, да? Синтия. Так, Синтия, это, конечно, здорово. Лестница. Нет, пока не будем спускаться. Давай назад вернемся. Надо пробежаться. Посмотреть, что есть полезного. Лапка прям лупит, а? Только к ней подойдешь, она сразу же мочит тебя. Так, дверь закрыта. Давай здесь еще посмотрим вот этот проход. Мне главное не запутаться. Все-то на каком-то лютом шухере. Не, они меня путаются. С этими перебежками между вагонов. Давай назад. Вот тут. Вот он. Да, сюда. Сюда заходил. Это сюда. Потом. Нет. Тоже нет. Да бабка, иди нахер отсюда. Тоже закрыто. Бля, я уже запутался, откуда пришел. Мне получается как-то направо надо. Ой, беда. Так, тун-тун-тун. Надо, получается, вот отсюда выходить. Нет, никак. Отсюда мы перебегаем вот сюда. Потом вот в эту дверь. Карта. Я тебя назад бегу. Так, стой. От манекенов мы двигались прямо. Потом вот сюда. Вот сюда. Потом сюда вроде. И потом отсюда просто выходим. Блять, реально путаю. Одинаково. Тоже. Задолбали со своими тупиками. Так, да. Давай попробуем наверх подняться. По идее, я должен вылезти с той стороны, где, да, вот оно. Бери. Надо еще согласиться же. Я здесь был, короче. В первой серии я здесь был, только с другой стороны. Ну, патроны не лишние, не зря сюда забежал. По идее, сейчас надо наверх, точнее, спускаться по лестнице. Но для начала мы залезем в дырку.
По идее, должны оказаться в доме. Ну, хотя бы сохранимся элементарно туда. Здоровье пополнить, чего бы нет. Вентилятор перестал шуметь, кстати сказать. Вот так вот. Посмотрим, что изменилось. Опять дрочила на месте. Здесь тоже. Без изменений, короче. Ничего нового, да? Глазок. Ну окей, сохраняемся, короче, и обратно на лестницу. Потому что черт его знает, что там будет. Ну, я же нажал. Да, вот так. Пойдемте, короче, по лестнице сейчас. Смотрим, что будет. Пока отверстие не меняется. Здоровенное, зловещее, но изменений никаких. Ну, хоть здоровье пополнил. Потому что тут, я смотрю, птичками особо не жалуют. Зато дают вдоволь туда-сюда ползать. Спуститься по лестнице, да. Я так понимаю, это альтернативный мир. Еще одна лестница. Покуха, мужик. Что за лестница? Еще одна. О, собаки. Кстати, вон там кишка еще. У кого? Как на Диком Западе. Ах ты, сука, задела. Ой, ты попадешь. Конец. Так, ну я думаю, смысла нет кишку лупить. Хоть она шевелится. Генри, я нашла выход. Подойди к турникетам. Иди к турникетам. Хорошо. Быстрее. Не торопи ты меня, женщина. Он пока... Собак всех пока загрючила, можно их тут полупить. Блять, ебать их тут. 4 штуки. И че, я не одну? Дави. Минус одна. Дави быстрей. Быстрей дави. Еще одну дави. А то встанут. Так, еще последняя, да, осталась? Все, давим. Хорош. Так, осматриваемся, короче, что вот здесь есть.
Я думаю, тут ни хрена такого особого нету. Так. Ну, я думаю, есть резон по поезду пробежаться. Тут еще можно, кстати, разок сохраниться, даже сползать. Я вот не знаю, стоит ли. По идее, надо мне подниматься. Но мы еще пройдемся по поезду. Вдруг что полезного найдется. Все закрыто. Опа. Клюшечка. Это клюшка для гольфа. Похоже, Iron 9. Iron, ну это, видимо, железная. Железная девятка. Так. Как выбрать? Вот. Все. Клюшечка с нами. Это как-то можно. На панели отсутствует рукоятка. Она должна служить ключом. Из окна машиниста я вижу идущий сбоку туннеля свет. Я не знаю, может быть, рукоятка нужна. Стой. Тут еще какой-то. Нет. Тут не выйти, не спрыгнуть, ничего. Просто стена. Ну... Не знаю, стоит ли сбегать, сохраниться, а потом ползти на турникет. Ладно, поехали. Тут мы сейчас долго будем отбиваться, по-моему. Это было жестко. Ясно. Атакуй. Бля. Топаем, короче, вниз. Блять, они не дают даже. Все. Труба. Надо было сохраниться. Короче, по идее, надо завалить 4 собаки. И как-то пройти вот этот вот долбаный, блин, путь наверх. Ладно, топим. Стой, я там патроны взял. Даже. Да, я там взял патроны. Мужик, ну дай пройти. Сейчас, короче, валим 4 собак, собираем клюшку и поехали на сохранение через турникет. Точнее, сохраниться, а потом турникет. Попало. Ну, Гена я нашла выход, всех рума. Это понятно. Так, собаки. Так, вот если сейчас прячемся. Ой, дави. Минус 1. Ну, клюшку эту от гольфа по-любому надо взять. Гадалки не ходи, но тут эти собаки много берут. Много забирают здоровья. У тебя половину они примерно сносят. Поэтому придется идти через сохранение. Дави, дави ее. Так. Все.
Клюшечку берем и на сохранение. Ну, бери. Ну, молодой человек, чемодан. Что вы тут голову делаете? По идее, вот эти вот чуваков, которые вылезают из, ну, из турникета, ну, там, точнее, когда ты поднимаешься наверх, их надо только с клюшкой, ну, либо с палкой проходить, потому что пистолетом замучаешься стрелять. Сохраняемся. Потому что мне придется очень долго подниматься и, возможно, не один раз. Короче, самое сложное вот это препятствие, это, блин, нормально подняться туда. Это у нас типа а-ля в виде босса фигня будет. Сейчас пока в хате, естественно, ничего не поменяется. Сохраняемся и выходим. Точно, что там ничего нет? Давай даже, наверное, клюшку вот эту палку выложим. Я вот не помню. Тут оружие может ломаться? Мерзко скрипит. Все. Только палку мы себе оставили. Жетоны могут пригодиться. Погнали. Палку я убрал, клюшку оставил. Ну, ты залезать-то будешь? Ла-ла-ла, эти загрузочки. Ох уж мне эти загрузочки. Надо думать, PS2, как бы моментально тут не будет ничего. Да, она, если я правильно помню, тоже на компе довольно-таки долговато грузилась. По крайней мере, на компе тех времен. Ну, по-моему, тут разницы никакой нету. По левой стороне ты будешь подниматься или по правой, неважно. Давай, первого чувака мы пробегаем. Ох, долбануло. Дальше. Суки. Даже прицелиться не дают. Ты заебал в память. Его надо на подачу поймать, чтобы он тебя отпустил. О, вот так. Дальше. Ах, ладно, этого проверим. Сука. Бля. Ну дай ты проехать-то нормально. Мне последняя подача осталась. Короче, я доехал, походу. Правда, здоровья нету ни хрена. Блин, вот они. Вот эти патроны я видел. Кстати сказать. Ну, бери. Короче, 3 пачки патронов ты в целом берешь за уровень. Надеюсь, меня сейчас никто не грызанет. Потому что мне реально последняя подача осталась. Так, все в крови. Сумка разбросана. Женская косметика разбросана по полу. Наверное, она Синти. Наверное. Тут она убиенная вся.
Так, на двери висит табличка. Или табличку, да. Взял табличку искушения. Табличка из мира метро. На ней изображена женщина и надпись «Искушение». А как-то можно это осмотреть? Нет. Кстати, по-моему, у меня клюшка сломалась. Непрочная хрень. Все, бабу завалили. Первая жертва. Are you okay? Ты в порядке? It's just Это просто сон, a dream, верно? right? I think Думаю, прошлой ночью я слишком I много drank too выпила. much last night. I never got to do Я никогда не сделаю тебе a это special favor. особое одолжение. Потому что ты сдохнешь скоро. Я I feel чувствую, like I'm что умираю. dying. Okay. Все хорошо. Это всего лишь сон. Just a dream. Скажи дяде Билли, что я не приеду на Рождество. Это Маск. 16121. То есть 15 отпечатков были напротив глазка в комнате. Это будет 16 отпечаток. Саундтрек прикольный. В общем, чувак остался без особого одолжения. А так и заканчивается уровень, короче говоря, в метро. Следующий, по-моему, лока в лесу. Ну, хорошо, что не воспользовался ни патронами, ни это как его, ни хилами. И, по-моему, где-то я один хил пропустил. Ладно. Cynthia. Синди. Она подохла. Скорая. Man, Боже, what's that что там noise за up шум? there? А там как раз трупы ее выносят. Убиенную. Ну, ты будешь как-то действовать. Как весело в браму сидеть, смотреть 10 минут. По идее, сейчас что-то в комнате должно тоже измениться. Не факт, конечно, но возможно. Надо будет быстренько пробежаться. Так, ну, тут бла-бла-бла. Ничего нового. Смотрим. Смотрим на вынес тела. У входа в метро стоит машина скорой помощи и полиции. Из-за Синтии? Не знаю, покажут то, что именно ее выносят. Ну, тут дрочилки всякие. Ладно, выходим. Быстрее. Скорой помощи. Хватит болтать и переносите ее уже. Черт, у нее на груди вырезаны числа. А что если... Записка, кстати. Возле двери. Он туда будет подползти. Не, никого тут не выносят. Ладно.
Так, ну тут, в принципе, ничего такого не поменялось. Давай, берем записку. Под дверью подсунут клочок красной бумаги. Хотя сам культ мертв, я уверен, что его дух все еще жив. Слишком много странных вещей происходит в этом городе. Я расследую дело 2 человек, или, возможно, лучше сказать 1. Я почти выяснил, что происходит. 8 апреля. Дневнички какие-то. Ну вот как раз. Смотрим то, что появился еще +1 отпечаток. Там кто-то еще шароебится. Дед полы моет. Думаю, он даже не замечает эти отпечатки. Я их только вижу. Дедуля, обрати внимание, выпустите меня. Но нет. Ладно, сохраняемся, короче, и выходим. За шкафом, под шкафом. Ничего полезного. Я вот не знаю. Сломано у меня. Бля, как он несколько кричит. Точнее, пищит. Так, это дело мы выкладываем. Тоже, в принципе, жетоны не пригодятся. У меня всего 10 слотов. Она сломана и как оружие бесполезна. Да, это печально. А вот трубу возьмем тогда. Я не знаю, сколько... Не знаю, сколько понадобится трубе, чтобы сломаться. Но надеюсь, она будет попрочнее этой клюшки. Клюшку хватило, там что-то ударов на, не знаю, на 10-15 может. Я 4-5 собак я завалил и долбанул пару раз по этим штукам из стен. Не очень. Дыра вроде, да, пошире стала. Погнали туда. Дыра увеличивается, залезть, ну естественно. Я человек простой, вижу дыру, залезаю. И таким макаром, короче, мы попадаем в следующую локацию. По-моему, это будет Лока лес. Кстати, метро у нас было где? Метро у нас было в 3-й части. Лес у нас, в принципе, как локация, был во 2-й части игры. В 3-й мы по лесу не бегали совсем. О, я помню, тут мотыльки вот эти мерзкие. Их долбить долго. Их много, короче, они летают под разными углами. Ладно. Так. Куда можно сходить? Что взять? Пусто. Ну, тут могло бы быть что-то полезное. Здесь слишком темно, чтобы что-нибудь разглядеть. Хорошо. И дальше. Как вариант, можно заходить? Да. То есть это более пошире коридоры. Это надпись. Что она означает? Тут тоже какая-то странная надпись. Здесь кто-то нацарапал странные письмена. Повторяется. То есть ты можешь заходить уже за ограду, как бы. До этого во 2-й части, по-моему, ты шел, и у тебя более линейная была хрень, как коридорная больше. Тут можно даже, видишь, за оградкой заходить. Здесь кто-то нацарапал странные письмена. Я не могу прочитать эту надпись. А что ты зыришь на нее? Просто не можешь прочитать. Карта есть? Да, карта тут же сходу имеется. Оборотни. Волки. Так, туда никак, да? Ну, в принципе, я только с сохранения вылез, так что не думаю, что прямо сейчас надо туда идти. Не обязательно, короче, да. Так, давай он туда в угол бегаем. Нет, тут ни хрена.
Ладно, погнали. Ну, как во второй части, как в третьей части, он хотя бы не падает. Ну, как можно их толпой замочить. Так, бежим, надо их давить. Они стопудово встают. Грызанули чуть-чуть. Но они, как враги, не очень опасные. Просто их до хрена. Каждого вот так вот подойти, ударить. Много времени занимает, ребята эти. Так, давай какой-нибудь здесь прижмем. Ну, хотя бы парочку. Ну, ты бить-то собираешься, чувак? Надеюсь, не станут. Снова под пули для пистолета, но я постараюсь их экономить элементарно. Потому что это будет нечасто. Это пока они дают их. Потом-то их ни хрена давать не будут. Можно как-то пройти? Что это за место? Какая-то фабрика? Ну да, как-то странно мы из леса сразу вышли на какую-то фабрику. Не вижу, куда я луплю. Все мотыльки уже повставали. Так, давай двоих сразу давим. Ну дави. Раз, два. Ну, топ немножко. Оп. И еще. Хорошо. Так, осматриваемся. Что, тут подняться ничего, никуда не пройти. Это только начало уровня, они что-то у меня уже четвертинку-то здоровья отгрызли. Ну так вот потихонечку у тебя ни хрена не остается. Ну, как вариант еще на сохранение сбегать. Восстановить здоровье. По-моему, тут вот эти сволочи особо не респавнятся. Так, мы, получается, просто по квадратным комнатам пока бежим. Давай вот в эту сторону. Это тачка. Двигатель еще работает, а водительская дверь открыта. Давай посмотрим, что там есть. Педаль тормоза вдавлена, на сиденье разбросаны какие-то вещи. Среди мусора есть клочок бумаги, на котором что-то написано. Прошло уже достаточно времени с моего приезда в Silent Hill. Может, на этот раз я встречу дьявола. Но каждый раз, когда я приезжаю в крутое место вроде Silent Hill, мне всегда ужасно хочется пить. Джаспер Гейн. Здесь еще блокнот. Я не уверен, что имел в виду любопытный парень, когда сказал, его дом приют в середине, озеро на северо-западе, так что напротив юго-восток. Любопытный парень сказал еще одну вещь, которую я не понял. Если ты несешь откопанный ключ, ты не можешь вернуться. Сохрани его где-нибудь, прежде чем вернешься сюда. Слушай, я помню эту тему. Надо, короче, надыбанный где-то ключ выложить в квартире, и потом у тебя закончится вот этот лабиринт. Я вот эту тему помню. Так, он что-то еще куда-то смотрит. Здесь что-то нацарапал странные письмена. Я не могу прочитать. Окей. Кто такой? Так, ты тоже пришел смотреть этот камень?
Здесь был другой парень до тебя, очень любопытный. Но это я нашел этот камень первым. Всю старину местные жители называли его Накихона. Накихона. Они использовали его в церемонии, чтобы разговаривать с их мертвыми предками. И сейчас те ребята тоже его используют. Называют его Камень Матери. Motherstone. Они там, в этом странном здании, занимаются каким-то ненормальным религиозным культом. Они подбирали сирот и что-то с ними делали. Я задолбался заикаться вместе с ним. Все? Что пробирает тебя, а? Этот камень? Камень должен пробирать? Окей. Все? Есть еще реплики? Это лупить его палкой бесполезно. Он так двинутый. Двинутый. Так, что тут? Этот камень какой-то жуткий. Да не особо пока. Каких-то жутких камней я не вижу. Просто булыжник, блин, здоровый. Более жуткий чувак, который сидит и заикается посреди ночи. Ага, опять собаки. Ну, они тут будут, скорее всего, всю игру. Опа. Перехитрили тебя. Так, надо вот на то охотиться. Типа удар, парирование. Так, стоямба. Главное возле них не бегать. Иначе они сразу атакуют. Ах, граданула. Так, не на ту, вот на эту. Уходила. Блин, как бы возвращаться не пришлось. Долго пилить. Нет. Если в ближайшей комнате не будет сохранения, я вот не вижу, где она. Если в ближайшей комнате сохранения не будет, то придется походу двигать назад. Ебаной. Вы чё тут? Обойдем, чё. Была ловушка какая-то, мега-мега. Слишком темно. А это что? Кстати, какой-то более сервак начинается. В смысле, этот сюрреализм начинается. Так, понятно. Мне их тупо не замочить. Они меня сейчас загасят, а хилы... У меня единственная банка с хилами. Поэтому лучше сбегать назад. Долго? А что делать? Главное, комнатушечку не пропустить это. Еще 2 комнаты. Ну, он хотя бы бегает шустрее.
Надеюсь, эти гады просто не будут респавниться, чтобы не лупить их заново. Ну, в следующий раз я их просто тогда, ну, тупо буду оббегать и все. Бежать на пролом, как бы, не моча никого. Но тоже паровоз соберешь. Собираешь паровоз, себе потом в конце комнаты тебе туби пизда, и ты нормально ничего не исследуешь. Так что, как вариант, мочить всех. Слушай, я думал потратить 5 минут, как бы, не тратить драгоценные банки, патроны. Опа. Это звонок в дверь. Так что, ну, не зря, походу, ходил. Да, соседка. Help me! Помогите мне! Помогите! Вытащите меня отсюда! Она не слышит ничего. В этой квартире что-то происходит. Что ты имеешь в виду? Я слышала странные звуки, доносящиеся изнутри. Ричард, вы что-нибудь видели из своего окна? Нет. По мне так все нормально. Они, короче, не в курсе, что происходит. Парень, который здесь живет. Что он вообще делает? Я знаю, как его зовут. Знаю его в лицо. Ладно, пойду позову управляющего. Да, хорошая идея. Damn it. Проклятие. Они меня не слышат. Да-да. И не слышат, и не видят. Не, ну все-таки, значит, я не зря зашел. Давай-ка даже, да, наверное, сохранимся по этому поводу. Я думаю, там даже полкарты я уже второго левела пробежал, как бы. Примерно хотя бы. Я не думаю, что она там так жутко запутана. Я думаю, патроны... Ладно. Сколько у меня ячеек? Давай, наверное, парочку патронов выложим. Чтобы потом не было такой фишки, что... Ирак там, а у тебя тупо места нету, и ты придется тебе, как в Resident Evil, возвращаться назад, чтобы все выложить, чтобы потом что-то подобрать нужное. Но, кстати, у тебя есть бездонный типа сундук, но у тебя нету много места в инвентаре, только 10 ячеек. Это чем-то резидентом попахивает. Почему они решили эту механику поставить, хрен его знает. Так, ну, никто не респаунится, даже жуки. Хорошо. Это прям вообще найс. Тут как бы все уже обошел. Все ок, все прочитано. Все позырено. Просто не лишним, короче, было сбегать. Сохраниться, похилиться. Что за резкие звуки? Меня пытаетесь на шокер поднять, что ли? Не выйдет. Так, собаки. О, ты уже здесь. Ты меня ждала, что ли? Ах ты. Так, минус одна. Их еще, по-моему, парочка тут будет. О, несутся. Аж две. Стоять. Давил. Как я вовремя от нее отпрыгнул. Опа. Зачем тебе не Секира Shadow Die Twice? Да, вот парировать надо.
Потому что жизни немного. Просрал, беги уровень. Ну, сохранения своего. Давай, выходи на площадку. На честный бой. О. До свидания. Можно, конечно, пистолет использовать, но я не хочу. Я буду экономить. Общество поддержания улыбок Сайлент Хилла, Дом желаний. Этот сиротский приют, управляемый культом. Как-то он больше на завод похож. И чё? Я думал, он заходить не хочет. Блять, ну тут было сохранение. Ну, в принципе, не факт, что у меня бы получилось завалить несколько собак вот с такой вот количеством, с таким здоровьем. Так, давай все осмотрим сначала в этой локации. Так, у нас тут получается 2 хода. Эти ворота отмечены будут? Да. Не думаю, что сейчас надо будет бежать сохраняться, в принципе, но я уже знаю, где второе сохранение. Че, наверное, в центральную дверь сначала? Или нет? Давай вот эти вот, наверное. Обойдем какие-то детские игрушки. Хорошо. Здесь бы охранительная катана пригодилась в 3-й части. А и попала. Не зря вот этот основной двор разделили на несколько частей. Дави. Блять, собак-то до хрена как, а? Ну зачем? Зачем так много? Аккурат по ней надо долбануть. Собак. Дави. Хорош. Следующий. А это какой-то окраска, по-моему, другая. Ай. Зазубанило меня чуть-чуть. Ну, мы, получается, наверное, в одну сторону сходим. Потом придется слазить, сохраняться. Похилиться, так сказать. Потом в другую сторону сходим. Эй, ну нахрена ты так делаешь? Да, не окрасом отличается. Блин. В первой же комнате, а смотри, как покоцали. Да, блядь, дави ты ее. Ну дави. Это встанет же. Вот это сучара. Короче, я эту комнату обойду сейчас на предмет, чем поживиться. И надо валить. Валить на сохранение. Здоровья тупо не хватит. Ну, таким образом они, наверное, может быть, и растягивают геймплей, как бы, запросто. Так, еще одна комната. И там что у нас? Ничего полезного. Ладно, хотя бы недалеко от сохранения. Много врагов, они атакуют как бы по очереди.
Выносит у тебя здоровье. Если бы, допустим, они в коридор там в очередь стали бы там, ну, типа в рядок одну собаку сначала завалил, потом вторую, а так они прыгают на тебя с одной, с другой стороны, как бы нормально не сориентируешься, кого лупить. Ну, плюс еще он не так-то хорошо орудует трубкой. Могло бы быть и лучше. Я думаю, нет смысла сохраняться. Хотя, все равно тут пока здоровье восстанавливается. Можно и сохраниться. Прям вот на этом же сейве. Ничего там страшного не произойдет. Но трубка не ломается, это спасибо хотя бы на этом. Потому что это бы заняло очень дохрена времени. Ну, точнее, не за... при чем тут время? Просто, что бы я делал вообще, если у меня бы клюшка сломанная находилась и труба, блин, бесполезная. Че, и 20 патронов, или сколько там я, 30 собрал на прошлом уровне. Это не так уж и много, это можно, блин, израсходовать на каждую собаку по 5 выстрелов, и все. И все, и хана тебе. Там как от них убегать просто. Я помню то, что там потом уже дальше будут жесткие замесы, там у тебя все вместе будут и собаки, и привидения, и мотыльки разные, короче. И патроны там есть куда потратить, как бы, которых давать уже потом дальше не будут. Ладно, полезли. В трубе там какие-то песни поют. Как дел? Праздник. Надеюсь, не часто придется вот так вот. Одна комната и побежали, блин. Сразу же восстанавливаться. Тут таких комнат будет прилично стопудово. Если тут центральный двор делится на 4 части, у каждого будет своя ветка. То есть мы сначала в одну сторону двигаем, не знаю насколько далеко, потом в другую. Где-то из них должен валяться ключ, ну и всякая дичь еще остальное. Ключ, который надо будет спрятать. Возможно, центральный вход, который отпирает. Просто пустая фактически комната. Ни врагов, ничего нету. Что-то на двери написано. Не могу прочитать. Он постоянно прочитать надписи не может. Кстати, по-моему, тут традиционно нету фонаря у него. Бесфонарные мы. Какие-то надписи тоже не могу прочитать. А, вот оно сохранение. Хорошо. Но я недавно сохранялся, так что не вижу смысла. Колодец тоже темно. Это клюшка? Да. 6-я. Номер 6. Мы ее оставим пока. Труба хоть не прочная, как бы, но... Точнее, труба прочная у нас. Мало сносит. Но это всяко лучше, чем клюшка, которая через 10 ударов у тебя разлетается. Короче, это направление бесполезное получается. В такую даль сбегать, чтобы взять оружие, которое ты сломаешь на какой-то, на 6-й, получается, собаке. Ладно, я вот думаю, может быть, центральный дверь попробовать дернуть. Заперт. Ну, кто бы сомневался. Опять он не может прочитать эту надпись.
Я вот даже задумался, может быть, действительно я не взял где-то фонарь, и поэтому не может он ее прочитать. Ну, по-моему, он без фонаря бегал всю жизнь тут. Так, смотрим. О, мотылек. Да иди сюда. Он реально эту палку как самурай держит? Неужели? Летал, чтоб порез кому-то сдохнул. С одного удара. Ну прикольно то, что они с одного удара, блин, вот, летают. Не надо их там как собак удохать по 15 ударов. Какая тишина сразу резкая. Какие-то шахты или что? Опа. Давим. Эх. Давай быстро. Давим всех. Еще. Там, по-моему, еще вот это. Еще одна. Нет, это за один удар засчитали. Чувак какой-то. Ногами. Так, давай сюда пока заходить не будем. Ну, он тоже что-то. Конечности какие-то торчат. Или это трубы. Ебаной. Ну все вроде, у меня только сюда. Других ходов я не вижу. Талука. Талука Лейк. Озеро Талука. Там что-то написано. Кто-то нацарапал странные письмена. Еще одно, кстати, сохранение тут. Верхняя часть статуи отсутствует. Это была какая-то богиня или что-то такое? Вот, попробуем. Нет, бесполезно. Сюда. Что? Озеро Талука. Какие-то определенные явно надписи читать. Это что? Портативную аптечку. Аптечка — это хорошо. Просто замечательно. Что написано? Он не может прочитать. И тут тоже какая-то странная надпись. Прочитать ты ее не хочешь. С этой стороны тоже ничего нет. Нет, наверное, не будем мы сохраняться. Мы сохранимся лучше. Доберемся до заднего двора и там сохранимся. И растянем серию на 2-3 минутки, ничего страшного. Понятно, что он имел в виду? Под тем, то что... О, мотыль. Вот даже два. Придется их замочить на тот случай, если они потом мешаться будут. Сдается мне, в каждую сторону еще придется пробежаться. Странно, все стали, а эти как-то не активировались, что ли? Иди сюда. Может быть, он потом, возможно, как-то может эти надписи прочесть. Не знаю. Так, и нам остается последняя сторона. Последняя сторона остается там в большие широкие ворота. На этом будем серию заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи и пока.